Савадикап, что переводится с тайского как «привет», «здравствуйте». Это снова не местное. Срочное включение утром, сейчас время 7:30 примерно, около 8 уже. Да, 7:30. Мы находимся в районе Ката, это район острова Пхукет, Таиланд. И сейчас идем на пляж. Ката является одним из самых популярных пляжей и хороших для купания, для загара. Поэтому бронируйте обязательно в Пхукете заранее номер. Третье утро сюда уже приходим, очень приятная атмосфера. Нет, он сказал, что я бунтарь. Очень холодно. Аделина у нас улетает через уже 5 дней. Я побежал. Тест показал, что у меня лихорадка Денге. Так, что нас здесь ждет? У нас переселение. Вперед. Смотрим. Это у нас однокомнатный номер. А вообще, здесь и здесь, вообще, в принципе, в Бангкоке, для нас было удивлением занятость номеров. Здесь действительно туристов очень много. Сейчас самый сезон. У нас еще такого не было, чтобы в большинстве отелей были заняты номера, двухместные номера с одной кроватью. В основном остались свободные номерные фонды с двумя разными кроватями раздельными. И вот мы сначала забронировали номер с двумя раздельными кроватями, и вот когда появился свободный с одной, мы сюда переехали. Поэтому бронируйте обязательно в Пхукете заранее номер. Смотрите, очень светлый номер здесь по сравнению с тем. Здесь два окна, балкон. Есть небольшой балкон, и видов здесь, конечно же, особых нет, да, вид большой. Вот сразу же смотрите, какая табличка. Уведомление, то, что отель вас может оштрафовать, если у вас, например, татуировка, цветные волосы, и вы испачкали кровать. Да, то есть вот, например, вы сделали татуировку, пришли, легли спать, и на следующее утро вся простынь будет в разводах. Вот в этом случае они могут оштрафовать. Сразу же говорят, для чего это делается. Потому что на Пхукете очень популярны тату-салоны, да, и окрашивание волос, всякие там эти косички, да? С Константином Natural, поэтому на нас ты не распространяешь. Ну, возможно, кто-то скоро что-то кое-что сделает. Не знаю. Нет? На следующий день у Константина поднялась температура. Мы обратились в больницу. Мы приехали с больницы. У меня опять трясет. Вот. Градусник поставил, скорее всего, высокая температура. Тест показал, что у меня лихорадка Денге. Температура может держаться до 7 дней. Вот посмотрим, что будет. Нужно наблюдаться. Завтра снова поедем в клинику. Будем снова сдавать кровь из вены, чтобы снова проверять количество тромбоцитов в крови. Здесь самое главное не допустить, чтобы кровь сгущалась. Вот сейчас в отеле. Так я выгляжу классно. Но тромбоциты с каждым днем снижались, поэтому мне настоятельно рекомендовали лечь в госпиталь. К счастью, у меня действовала медицинская страховка, поэтому все лечение было за счет страховой. В больнице я пробыл 5 дней, из лекарств мне давали только жаропонижающие и электролиты. Когда состояние улучшилось, меня выписали и дали с собой лекарства. Через несколько дней я вернулся в обычный ритм жизни. Остров, который там вдалеке. Ну да, сегодня облачно, конечно, но уже видно такой просвет и голубое небо. Сейчас она ушла. Третье утро сюда уже приходим, очень приятная атмосфера. Людей не так много, не так жарко. Самый кайф — это, конечно, вода. Давайте посмотрим. Она очень теплая. Ой, градусов 30 примерно. Сейчас
посмотрите на его лицо. Вот покажи свое лицо, как ты заходишь. Теплое, говорит. Ну, сначала это холодное, конечно. Вау. Что-то сегодня подряд. Я Бодряще. пошла. Давай ты без меня снимешь обзор воды. Не-не-не, я там зайду вот так. Ну почему? Почему он такой холодный сегодня? Ты не бунтарь, что ли? Нет. Он сказал, что я бунтарь. Но она правда холодная. Что это за течение такое? Вот здесь первые метра 3. Обычно такая вода мутная, потому что Песок. волны, песок, да. Дальше уже Но. прозрачная. Причем так интересно, что вот здесь метров 100-200 она такая вода, а через метров 300 туда вот уже она более прозрачная. Мы сейчас туда Теплее, кстати. и теплее. Мы сейчас туда добежим и покажем вам, какая там вода. Но здесь тоже видно, что прозрачная. Да. Ну нет, там более прозрачная. Да. Вот, совсем не прохладная. Ты шутишь, что ли? Она холодная. Очень холодно. А Константин специально взял камеру, чтобы Да, да. не заходить. На самом деле так кажется, что холодно, когда входишь, ну Когда это только заходишь просто. Да, да. Поэтому мы выходим сейчас и прямо сразу бежим. Выходим и сразу... Да, такая пробежка у нас метров, наверное, ну 300, в общем-то. Это больше А, больше, 500, мне кажется, точно. Смотрите, там, если видно будет, вон там синенькие, вон там синенькие шезлонги. Мы сейчас туда побежим. Побежали. Вот так мы и бегаем. 3 дня уже бегаем. Ну как же бегаем? Километров, не больше. 2 километра обратно, просто именно после того, как выходим из воды босиком. Ага. Это бодрит все равно очень классно. Очень бодрит. Это наше открытие, наверное, пока Таиланда. То, что утром, когда приходишь к океану, к морю, и когда купаешься, а потом выходишь и снова куда-то бежишь, дает заряд бодрости на весь день. Увеличивает такую вот продуктивность, так скажем. Просыпается аппетит зверский. Не мы одни здесь бегаем, вот видите, очень много кто занимается. Еще и волейбол. Прям с утра очень хорошо. 5 минут, и мы прибежали на наше место. Здесь очень оно такое живописное. Рядом такой вот как лагуна. Вообще это в лагуне находится все, в заливе. Здесь поменьше людей и очень много лодок. Вот не знаю, видно или нет будет. Лодочек, которые курсируют между островами, можно арендовать. Ну и просто перемещаться, кататься на ней. Очень красивое сегодня небо. Такие облака. Легкие-легкие. Вчера было прям затянуто хорошо, и вся дождь. Вчера был. лил дождь, да. А сегодня солнце. Но пока еще не жарко. Но все равно уже хорошо. Наличие Мгм. солнца. У нас второй заход в воду сегодня. Просто посмотрите. И да, вода вот уже видно, что какая-то более прозрачная. Вот все видно, прям вот все. Мы еще не купили чехол водонепроницаемый для камеры, поэтому только вот так. Ну вы видите, да, какая прозрачная вода? Чистая. Здесь приятно находиться. Первые секунд 10 может быть такой немножко прохладно, но потом Нет, если плыть, просто... температура воздуха холоднее, поэтому кажется немножко прохладно. Да. А в целом в воде очень тепло, хорошо. Очень. Мы вчера минут, наверное, 30 И здесь позавчера, да, просто не вылазить из просто воды. находились в воде, да, и все хорошо было. Супер, классно. И какой-то такой здесь особая атмосфера, особенно когда людей поменьше, Но и сегодня мы уже, да, мы чуть-чуть припозднились. то как это уединение, вот что мне нравится. Мне не нравятся эти вот дикие загруженные пляжи, потому что реально как в Сочи здесь вот себя ощущаешь днем. Ну пока вот никого нет, смотрите, вот все зонтики свободные, практически все, мало людей, и мы чилим, наслаждаемся. Еще когда солнце не так сильно жарит, энергия быстро не уходит, потому что когда на солнце лежишь, ну, быстро изнемогаешь, изнемождаешься. Все, хватит.
Вот такие активности тоже популярны на Пхукете. Это обучение серфингу. Создается искусственная волна. Вот. Это во многих городах, конечно, есть. Но здесь это особенно популярно. Стоит 900 бат в час. Обучение такому искусству стоять на доске под волной. Ты когда пойдешь заниматься серфингом? Мне осталось только заниматься сейчас серфингом. Так много времени на все. И на серфинг хватит. Правда? Аделина у нас улетает через уже 5 дней. А я остаюсь тут. И буду ждать ее. Я наслаждаюсь теплом. Как твои ощущения после утренней такой пробежки, прогулки? Это всегда бодрость. Во-первых, после купания. Живя еще на побережье Черного моря, в Сочи мы жили, в Батуми, мы бегали и там, и там. И хотелось, всегда было желание вот это после пробежки в море. Но Черное море прогревается, дай бог, чтобы камни словно прогрелась. Поэтому это невозможно было осуществить, сложно. И у меня так и не получилось. А здесь это просто рай для того, чтобы пробежаться, искупаться. Поэтому я полна сил, энергии, у меня аппетит просто бешеный, кстати, проблемы с аппетитом. Мне обычно не хочется есть, а сейчас я готова съесть, не знаю, свою порцию еще и Константина. Так что, Ничего себе! Если Константин отвлечется на что-то... Ну это поворот. Я побежал. Нет. Короче, зашли мы, здесь шведский стол, стоит 200 бат на человека. Тут можно и супчик овощной взять, рис, жареный рис с яйцом и обычный рис. Жареные, значит, овощи, пад-тай. Вот здесь грибы с луком, с курицей. Здесь курица, тоже здесь овощи, лучок, помидорки, огурцы. И здесь бекон, сосиски сливочные. Здесь банановый какой-то фриттер, панкейк, скорее всего. Так, глубоко зажаренная курица. Там готовят, значит, яичницу, фрукты. Что у нас здесь? Хлеб, арбуз, ананас. Здесь можно попить. Пайнэппл вот у нас. Ананас, вода и апельсин. Ну, похоже, что не натуральный, почему-то мне так кажется. Чай, кофе, хорошо. Ну, на этом все. Вот что мы взяли. Это омлет, кусочек хлеба, ананас. Ну, в общем, видите сами. Здесь овощи в основном и бекон. Здесь у нас ананасовый сок. Вот. Стоит это все на двоих 400 бат. Вкусные панкейки. Почему я начала с них, я не знаю, но... У тебя очень красивый вид сзади стены изгороди живой. Мы же на острове. Мы всегда, мы сидим вот около дороги, это на улице, очень тепло. Начинаем есть. Кто там кушает, тоже приятного аппетита всем. Приятного завтрака. Представляете, после купания утреннего, после утренней пробежки, потом мы посидели еще на берегу моря. Как хочется есть, и с каким аппетитом мы просто накидываемся на еду. А мы с вами переносимся из Каты в другой район острова Пхукет. Это Кату, схожее название. Находится прямо посередине острова. Вот сейчас вылезет карта, где это находится. Да, далеко от моря, но зато здесь сравнительно недорого и очень спокойная, уединенная атмосфера. Посмотрите. Такая релакс-зона, где нет, где меньше туристов, а больше
наверное, природы. Такое уединение, тихое место. Стоит 20 тысяч бат в месяц. Это жилье, это кондоминиум. Да, это кондо, это как маленькая квартира. На самом деле это апартаменты, однокомнатная квартира, студия. И вот здесь, да, 20 тысяч бат в месяц она стоит сейчас. Но Да, это дорого на самом деле, потому что мы вот перед Новым годом начали снимать. Самый сезон, самый пик. Уже в январе-феврале будет она подешевле чуть-чуть. ну, прям совсем чуть-чуть. На самом деле, до апреля цены держатся высокие. Да, это сезон высокий. Вот покажем территорию, как здесь. Здесь есть и фитнес-зал, и бассейн, все входит в стоимость. Мы сейчас ждем такси InDrive, который нас отвезет в Big C. Наверное, многие люди знают, кто уже был здесь. Торговый центр, один из самых крупнейших, таких вот сеть торговых центров. Вот как-то так. Но такси здесь это не главный вид транспорта передвижения. Сейчас мы вам покажем, на чем передвигаются здесь. Просто посмотрите и оцените эти масштабы. Парковка около кондоминиума, да. Это все байки. Представляете? Вот это вот все. Просто бесчисленное какое-то количество байков. Это уже сейчас уехали. На самом деле здесь бывает ставят вообще, просто нет места парковаться и ставят уже как попало. Но здесь ходят сотрудники и двигают их. Ставят правильно, потому что кто-то паркуется, видимо, только получил права. И паркуется не очень, и все здесь это дело поправляют. Только получил права, это как раз тоже про меня. Недавно Кстати, да. отучился на права на байк. И вот удобно, сел на байк и уже минут 15-20 ты около моря. Пляж там или... Ну, скорее всего, Патонг это будет. Мы прям напротив Патонга. Макарон, Патонг, да. Да. Их много. Поэтому здесь, конечно, без байка в Таиланде очень сложно. Такси есть, оно приезжает, но оно очень дорогое. Вчера вот хотели съездить в магазин и за 3,5 километра просили цену около 400 бат. Так что... А к нам уже подъехал автомобиль. Мы уже бежим. И бежим, да. Стоимость проезда здесь на InDrive 115 бат тайских. Это примерно 3,7 километров. Ну, да, 3,5 примерно. Вот так. Есть еще такси Grab. Там стоимость гораздо выше, 250. Мы сэкономили чуть-чуть. А можно было еще сэкономить, взять, поехать на такси байки. На двух байках получается. Там каждый байк по 40 примерно бат. Они приезжают, это, естественно, специализированные водители. Они обязательно выдают вам шлем, и вы можете попросить их не ехать быстро, например. Ну, то есть это аккуратные профессиональные водители. Вот, я уже каталась на таких, кайф. Сначала, конечно, прям страшно, потому что он незнакомый человек. Ты не знаешь стиль его вождения, но потом понимаешь, что он тебя услышал, он тебя понял и едет очень аккуратно. В общем, классный способ передвижения, да. Ну что, мы приехали в магазин Big C. Это огромный гипермаркет, вот такой он большой. Парковка просто какая-то необъятная. Это ее, в общем, маленькая часть парковки. Стоит Константин. Даже я надел свои очки. Вот, а основная парковка, она есть еще и внутри, и там просто огромная. А это мой подарок от тайского Санта-Клауса. Да. А мой подарок лежит здесь, я его еще не надела. Так что мы идем в Big C, давайте вместе с вами. Не будем показывать, углубляться. Может быть, если у вас будет запрос, мы снимем вам отдельный выпуск, что здесь есть в магазинах. Но пока мы пошли покупать самое нужное, вот, потому что времени у нас мало. Попозже покажем территорию при отеле, бассейн и очень крутой бассейн и тренажерный зал. Да. А вот так выглядит территория нашего кондоминиума. Я сейчас выхожу изнутри. Это ресепшн. И вот сразу же, смотрите, байки. Байки, стоянка, парковка. Сейчас утро, поэтому многие дома. И очень плотно заполнена парковка. Машины вот тоже стоят, у каждого свое место. В два ряда даже вот стоят. Сегодня хороший день. Такие легкие облачка, но тепло. Ну, как здесь всегда тепло. Вот, сейчас посмотрим, что еще есть на территории кондоминиума. Ну, в принципе, кондоминиум это такой обычный многоквартирный дома с общим владением каких-то благ.
Например, бассейн, тренажерный зал. Вот смотрите, еще повернул сюда на другую сторону. Здесь тоже везде байки. Ну, Таиланд — это страна, да, передвижения уже на легких таких средствах. Вот уже здесь поворот, где мы видим здание. Во-первых, это тренажерный зал, где здесь беговые дорожки, гантели, вот мы смотрим, видим. Все самое необходимое по минимуму есть. И вот, конечно, бассейн. Бассейн, классный бассейн. Здесь такая территория, окнами внутрь, зато со всех сторон здания. Тем самым создается такое уединение. А вот бассейн сначала маленький здесь для детей, и вот чуть-чуть побольше, 1,5 метра глубина, метров 20 в длину. То есть довольно прилично, здесь можно заниматься. Я люблю плавать, вот тренироваться буду здесь. Солнечные, то есть плавательные очки есть, все дела. Здесь вот столики, там 2 места лежака. Вот здесь еще одно бывает место. Ну, маловато, конечно, но народу не так много обычно. Ну и вот здесь уже выход на дорогу, ну, при кондоминиуме. Вот такой легкий обзор территории. Это не один кондоминиум, еще есть другой, недалеко совсем. Там бассейн побольше, но территория примерно такая же. И что мне здесь нравится, здесь уединение. По сравнению с тем, что было в туристических районах, типа Каты, Патонга, здесь, конечно, просто релакс, тишина. Мне очень нравится, я не люблю вот эти шумные места. А здесь прям ходишь, и тут так всегда, круглый день, нет никаких там шумов. В общем, супер, уединенно. Но обязательно в этих районах, это находится в самом центре острова, нужно свое средство передвижения. Ну, либо на такси, конечно, можно, но его не всегда дождешься быстро, оперативно. И бывает, что очень дорого стоит. Поэтому будем ездить на байке. Вот я вышел с территории, выхожу с территории кондоминиума. И вот здесь такая пропускная система со шлагбаумом. Здесь выезд, там въезд. И это не просто неформальность, а реально спрашивают. Вот, например, спрашивают, откуда, куда, зачем. Это очень приятно. Понимаю, что здесь какая-то охрана есть. Не любой может заехать на территорию. А вот эта вот дорога здесь основная, наверное. Опять же, куча байков, все стоит. Все на парковке. Вот ресторан русской кухни, смотрите, прямо рядом. Ну и, конечно, магазин 7-Eleven. Вон он. Он всегда выручает, везде есть. Небольшой магазин, но все необходимое есть. Вот он. Ну, тут сразу же прокат байков. Вот в аренду, ну, много, да, байков. Цену на аренду байков начинается от 3000, если в месяц считать, 3000 бат в месяц. Это самый простенький. И выше, там 3, 4, 4,5, 5. Какой у меня будет, пока не знаю. Вот решил сходить в соседний кондоминиум. Он называется вот так. Дикондо Крик. В принципе, то же самое, все, вход. Тоже со шлагбаумами. И вот здесь, смотрите, это алтарь подаяния Будде. Около каждого дома, около каждого даже отеля, в каждом отеле они есть. Вот так вот
дань божествам. Ну, все так красиво сделано, ухожено. Каждое утро персонал убирает мусор с территории, поливает. Здесь вот много зелени растет, постригает все это дело. Приятно. И вон там я вижу уже этот зал, как будто он побольше. Давайте посмотрим. Там еще бассейн, да, вот бассейн сейчас покажу. Да, здесь бассейн, конечно, покруче. Это соседняя кондо от нас. В принципе, наверное, сюда можно ходить купаться, но, наверное, нет, это будет неприлично. Вот тоже бассейн глубокий, метра 1,5 точно есть, и длинный. Да, побольше 20 метров. И вот так бассейны расположены, что на них вот солнце практически не падает. И круглый день так. Поэтому вода бодрящая. Там люди чилят. Вода здесь бодрит. Но температура воздуха всегда не меньше 26-27. А днем под 30. Поэтому ничего страшного. Залез, вылез, высох. Дальше идем. Посмотрим, что у нас. Лестница ведет. Куда же она ведет? Как будто он побольше. Нет, примерно так же. Тоже беговые дорожки. 2-3. Еще одна лестница. Это смотровая. Так понимаю, да. Тут вообще ничего нет. Но красивый вид. Вон там вдали горы. Вот территория как выглядит. И очень много солнца. Сейчас утро, но все залито солнцем. Вот такой вид. Люди чилят, плавают. Супер же. Что еще нужно для релакса, для отдыха? Не только для отдыха, для спорта. Позанимался, покупался, пошел домой, поработал. Супер.